Working? Great. Микки, У тебя на носу что-то. правда? Нет. Правда ли, что вы большой поклонник Владимира Путина? Да, мне нравится его стиль. Любопытно, что здесь русских уже давно представляют, как правило, плохими парнями. Понимаешь, о чем я? Да. В фильмах, в новостях я имею в виду. А я не слушаю, что говорят другие, пока не увижу все своими глазами. Я там был несколько раз, и люди оказались очень приятными. Конечно, они были приятными, вы же суперзвезда. Да, но я о том, что они полны какого-то тепла. Однажды мне довелось побывать в Санкт-Петербурге вместе с президентом. Мы навещали тяжело больных детей. Меня тоже попросили поехать. Мы туда приехали, и я увидел много маленьких больных ребятишек. Мы провели там пару часов. Я видел, как Владимир общался с детьми. Он не позировал перед камерами. Он был искренне тронут, и мне это было видно. Я это почувствовал. У него в самом деле доброе сердце. И мне плевать, что о нем говорят в Штатах. Здесь постоянно лепят из кого-то плохого парня. Я в нем плохого парня не увидел. Лично вы его встречали только один раз, верно? Да, а потом мы вместе пошли в музей. А я всю предыдущую ночь тусил и был страшно вымотан. Понимаешь, да? Да. На следующий день в какой-то газете была фотография. На ней президент Путин, я и дети. А с другой стороны другая фотография, где я держу на руках девушку в миниатюрном белье. Самые яркие звезды мирового кинематографа и эстрады прилетели сегодня в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в акции помощи детям с онкологическими заболеваниями. Программу концерта организаторы пока держат в секрете, как и окончательный состав его участников. Но уже известно, что, к примеру, перед гостями выступят Ингрид и Бонни М, споет даже Кевин Костнер, а Жерар Депардье с Аленом Делоном прочитают стихи. Тут я подумал, что у меня будут проблемы. И вот я помню, мы пошли в музей. Я весь вымотан. Это обычные ночи, день в России. И я подумал, что он наверняка эту фотографию видел. Она была на первой странице. Музей огромный, и мне очень понравились произведения. Особенно работы того художника, который писал «Морские сражения». Айвазовский? Да, я купил большой альбом с его работами. Я их очень люблю. Он вам не предлагал российское гражданство? Это сейчас модно. Я слышал, Депардье получил российское Да, гражданство. еще Рой Джонс-младший, знаете его? Да. Вот, он теперь российский гражданин. И еще, конечно, Стивен Сигал, он тоже гражданин России. Потом еще есть Жерар Депардье. Да, люблю Депардье. Так вот, и Жерар гражданин России, а у вас, получается, нет модного российского гражданства. Он вам не предлагал его получить? Нет, не предлагал. Но когда мы были в музее, он был с основной группой, а я отошел, чтобы присесть. Тогда он подошел и спросил: «Все в порядке?» Но я уверена, если вы только скажете, что не прочь получить российское гражданство, вы его точно получите. Я не привык просить о чем-то. Если тому суждено быть, я буду рад. Много чего произошло со времени нашей последней встречи на интервью. Поэтому первый вопрос, который я вам задам, конечно же, о том, что происходит сейчас на Украине. Что вы об этом думаете? Это самый ужасный кошмар в моей жизни, будь она неладна. Я могу смотреть новости только минут 15-20. Так меня это все расстраивает.
Россия и Украина — это же братские страны. Россия очень сильная. По всей Украине, в Мариуполе и так далее. Все разрушено. Я не могу понять, зачем России нужна Украина, если там ничего не останется. Украинская армия продолжает сопротивляться. Наверное, русские думали, что война закончится дней за 10 или за пару недель. Украинский народ проявляет такую смелость. Не только солдаты, но и простые граждане. Я знаю украинских парней, которые даже стрелять не умеют, но пошли служить. Никто не ждал, даже я, что Зеленский окажется настоящей глыбой. Он не желает сдаваться. По-моему, Россия сможет победить Украину, только если просто нахрен замочит там всех до одного. Потому что даже если там останется один мужик со своим сраным ружьем, он скорее сдохнет, чем сдастся. А если они не сдадутся, то миллионы людей погибнут. Мой самый лучший друг Дима. Вот он, тут сидит. Мы уже 8 лет знакомы. И я все с ужасом жду, что вдруг однажды ночью он постучит в мою дверь. Я знаю, что он не станет звонить, а придет сам. В общем, я открою, черт возьми, и тут он. Я знаю, что у него там родственники, 8 или 9 человек. И в любую ночь он может прийти и сказать, что у него умер брат или мама, сестра, дети или его 80-летняя бабушка. В общем, с этим тяжело жить, и с каждым днем все тяжелее. И, похоже, там ни у кого нет пощады, никаких норм и правил. Нет, я понимаю, война есть война. Но убивать мирных жителей... Я больше чем уверен, большинство тех молодых, 17- и 20-летних парней, которые там воюют за Россию, совсем не хотят этого. Они не хотят убивать украинцев, у которых нет большой армии, чтобы защитить себя. И с каждым днем слышишь все больше плохих новостей. Ситуация с соцсетями сейчас непростая, но всегда есть выход. Пока одну сеть с фотографиями нельзя называть, а Ютубу каждый день предрекают блокировки, мы с командой уже настроили аккаунт ВКонтакте. Теперь у меня есть личная страница, где я делюсь своими мыслями и фотографиями. Группа «Осторожно, новости». Там удобно собраны все главные события из Телеграма. Кстати, сейчас ВКонтакте запустили ВК-трансфер. Теперь вы можете перенести все старые видео из Ютуба в отдельный альбом ВКонтакте. Так вы ничего не потеряете, даже при блокировке. Постелить соломку не помешает. Подписывайтесь. Все ссылки на ВК-странички оставлю в описании. Микки, один из вопросов, который мне вам важно задать. Ваше отношение к Владимиру Путину также поменялось? В России многие помнят, что когда вы приезжали в Россию, на вас была футболка с Путиным. Вы не раз говорили о большой дружбе с ним. И даже когда мы с вами беседовали... У меня там был бой. А потом мы пошли в прекрасный музей в Петербурге вместе с Путиным. А потом, через пару часов, Путин меня пригласил вместе с ним посетить одну больницу. Вот знаешь, его все могут ненавидеть, называть любыми словами. Но я помню, как он себя вел с этими детьми. Я видел настоящее сострадание. Его правда волновала их судьба. И вот я на него смотрю тогда и думаю, да, понимаешь, это ведь Путин сам тогда решил поехать в эту детскую онкологию. И мне, по-моему, повезло, что я тогда был так. И у меня была одна идея. Пока не началась эта... Я хотел связаться с Путиным через знакомых. И попросить еще раз съездить в ту больницу. Я бы еще нашел у кого-нибудь там 5 или 6 лошадок, чтобы покатать детей. Они были бы в восторге.
А теперь вот ничего не получится. Ну почему же? Сейчас, наоборот, самое время вам приехать в Россию. Вы как раз один из немногих, кого Путин может послушать, с кем он может встретиться. Вы можете попросить организовать такую встречу. Я хочу это сделать, когда прекратятся убийства. Я буду как никогда счастлив так сделать, как только прекратятся бомбежки. А дети и старики не будут, черт возьми, валяться на улицах расстрелянные. Это же даже не солдаты, это мирные люди. Но вы же знаете, что многие люди, в том числе президент Макрон или наш крупный олигарх Абрамович, сейчас пытаются его остановить в эти жаркие дни. Может, вы будете одним из тех, кому президент Путин может прислушаться, если приедете и расскажете ему, что вы думаете? Я сделаю это только, когда закончится. Как только прекратятся убийства, я прилечу и буду просить о встрече. Не хотели бы вы поговорить со мной? Я же видел тебя с детьми, пока все тебя ненавидели. Я своими глазами видел тебя тогда. Значит, там где-то глубоко внутри должно биться сердце. Вы патриот Америки? Я ценю подвиг людей, прошедших 2 мировые войны. Поколение, которое я считаю величайшим. Тогда Соединенные Штаты и Россия надрали Германии зад. Я говорю о тех русских и американцах, которые погибли, сражаясь с Германией, понимаешь? Надо сказать, честно говоря, что у нас немного другое понимание истории Второй мировой войны. Нас учили, что немцев победили все-таки русские, а не американцы. А Америка просто немного и в самом конце войны помогла нам. Я еще слышал, что немцы не хотели сдаваться русским, а они хотели сдаваться американцам. Это правда, но дело в том, что Россия и ее территория ужасно пострадали от этой войны. И многие считают, что Америка сыграла не такую большую роль, как привыкли считать сами американцы. А основной вклад в победу внесла Россия, Франция и Великобритания, страны, которые объединились, чтобы противостоять Германии в этой жесточайшей борьбе именно на своем континенте. Верно, я это понимаю. Видишь ли, эту страну белые украли у индейцев. Они подписывали с индейцами договоры, по которым оставляли за ними определенные земли и уверяли, что это будет их территорией. Но потом нарушали все эти договоры, обманывали индейцев, отбирали у них все и причиняли им страдания. Их вытеснили далеко на север, где они умирали от холода. Вождь, сидящий бык, отказался сдаваться и хотел спасти тех индейцев, которые еще жили на территории, которая теперь принадлежала американскому правительству. В итоге сидящего быка убили, потому что считали, что он может поднять очередное восстание индейцев, а белых стало слишком много. Считаю ли я себя патриотом? Отличный ответ. Хорошо. Чем, по-вашему, отличается плохой президент от хорошего? Ты не к тому этот вопрос задаешь. Я еще кое-что расскажу о себе. Политика меня не сильно интересует, я в этом плохо разбираюсь. Вы не интересуетесь американской политикой? Сейчас? Ну да. Я думаю, то, что произошло за последние 4-5 лет, разделило страну прямо пополам. Раньше проблемы возникали между черными и белыми, черными и латиноамериканцами, доминиканцами и кубинцами. Теперь же одни белые воюют с другими белыми. А это серьезная проблема, потому что это разделяет страну. Можете пояснить, между какими белыми конфликт и почему? Есть белые, которые на стороне бывшего президента. Трампа. У них свои взгляды. А есть другая сторона. И эти две группы ненавидят друг друга.
Откуда эта ненависть? В конце концов, с одной стороны, все сводится к человеческому эго. Но есть и другая сторона, которую я не понимаю. Я не живу в Америке и судить могу только потому, что вижу по телевизору. Но многие считают, что и движение БЛМ, и все, что случилось перед выборами, стало реакцией на Трампа и разделило страну еще больше. Я не думаю, что он сделал что-то, чтобы помочь стране. Он только помог ее разделить. Я об этом много не говорю, у меня из-за этого были уже неприятности. Я за последние 2-3 года уже потерял нескольких друзей из-за политики. Так что я стараюсь помалкивать. И пусть все делают, что хотят. Многие ваши друзья на самом деле поддерживают Трампа? Да, кто-то его любит, кто-то нет. Но из-за этого возникает очень неприятная атмосфера. Как вы считаете, Байден может как-то изменить ситуацию? Он на это способен? Я лично многого не знаю. Я не самый умный. В политике не разбираюсь. Я вижу, что слоны, тигры, львы, белые медведи находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Уровень океанов растет, ледники тают. И, по-моему, об этом надо думать в первую очередь. С одной стороны, это так, но для меня, русского человека, это серьезно, если я вижу президента Америки, самой могущественной страны мира, который в интервью открыто называет президента моей страны, Путина, убийцей. У меня от этого волосы вот так дыбом. Но никто не говорит: сделаем Италию снова великой, или сделаем Британию снова великой, сделаем Китай снова великим, сделаем Россию снова великой. Мы это слышим про Америку. А почему это постоянно говорят? Наверное, потому что хотят сохранить величие. Для начала, страну украли у индейцев. В этом величие. Вы голосовали за Байдена? Можете не отвечать, скажите, и я отвяжусь. Да, голосовал. Впервые в жизни голосовал. Хорошо, тогда последний вопрос о политике. Как вы считаете, президент такой могущественной страны может называть президента другой страны убийцей? По-моему, это совершенно не дипломатично. Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что это просто слова. Но расскажу вот что. Был один писатель, публиковал статьи в Вашингтонской газете. Он отправился в ближневосточную страну. Это которого там убили в консульстве, да? Да, его убили в консульстве. Да, мы это напишем. Насколько я знаю, это все записано. У канадцев есть запись, еще у кого-то. В общем, он был убит. Кто-то заказал это убийство. И люди знают, кто заказчик. Но что было сделано? Ничего. А почему? Это вопрос не ко мне, но я понимаю, что вы хотите сказать. Хорошо, последний вопрос про российскую политику. Вы знаете, кто такой Алексей Навальный? Кто? Вы его не знаете. Кого? Что, правда? Навальный. Я его знаю? Я знаю знаменитого русского генерала. Как его зовут? Точно, Жуков. Жукова я знаю. Слушайте, вам повезло, что вы этого всего не знаете. Давайте я скажу максимально прямо. Делать то же и так же хорошо, как там, у нас получается плохо. Попытка переизобрести велосипед превращается не в классный продукт, а в мем. И даже он скоро надоедает. Даже украденное плохо перерабатывается, плохо продвигается, а в итоге в принципе не работает. Лично я знаю только один проект, который взял все лучшее у лучших и при этом абсолютно ни на кого не похож. Я говорю о социальной сети TenChat. Хотя это больше, чем социальная сеть. TenChat объединяет активных людей, блогеров, предпринимателей, сотрудников и профессионалов крупнейших брендов на одной платформе. Это не просто бизнес-приложение. TenChat успешно совмещает повседневную жизнь с профессиональными целями, поэтому здесь настолько разная аудитория легко уживается вместе.
Благодаря уникальному алгоритму умной ленты и огромному количеству подходящих тематик – фотографии, лайфстайл, IT, исследования и еще более 75 рубрик – каждый найдет что-то полезное. В TenChat работает алгоритм Zevs. Он отсеивает желтые заголовки и продвигает ценный контент – от фотографий до разборов сложных кейсов экспертами. То есть инфо-цыганство сведено к нулю, а мошенники, радикалы и остальные нарушители тут же блокируются, чтобы сохранить чистоту платформы. TenChat помогает наладить связь всем сторонам профессионального сообщества. Предпринимателю предложат новых подрядчиков, сотрудников и важные в его деятельности новости. Плюс сервис «Бизнес-рейтинг» защитит от назойливых предложений и псевдоэкспертов. Сотрудники могут знакомиться в TenChat с коллегами по цеху, размещать резюме и портфолио с возможностью писать рекрутеру напрямую, обходя этап отправки резюме в никуда. Фрилансерам TenChat поможет найти новые заказы, постоянных клиентов или новую работу. А пользователи категории «Лидер мнений» получат доступ к уникальной думающей аудитории и поддержку алгоритма Zevs. Даже без единого подписчика ваша публикация получит сотни тысяч просмотров просто за глубину и качество поста. TenChat – площадка для тех, кто ценит реальные полезные связи, будь то IT, маркетинг или фотография и выпечка. TenChat – это новые возможности и общение без рекламы, фейков и спамера. Количество пользователей только растет, что делает площадку еще более привлекательной для инфлюенсеров и их подписчиков. Ссылку на свою страницу в TenChat я оставлю в описании. Скачивайте и подписывайтесь. До встречи в TenChat. Многие эксперты в России, да и не только в России, на самом деле считают, что это не между Россией и Украиной, а главным образом между Россией и Америкой, потому что без содействия Америки этого не могло бы произойти. Что вы об этом думаете? О роли Америки в этой так называемой спецоперации? Американским политикам я вообще не верю. Я уже 2 раза в неприятности попадал из-за того, что сказал что-то не то одному мудаку. Я уже получал предупреждение. Меня уже заносили в убойный список нацисты. Но тогда того парня поймали. В другой раз я одному политику сказал, что с удовольствием звонко прописал бы ему в бубен, а потом меня задержали люди в черном. И 4 часа допрашивали. Так что хер я тут кому-то верю, кроме военных генералов. Так что вы об этом думаете? Везде ведь полно всяких карикатур и мемов, где показана большая Америка, которая смотрит, как маленькая Украина храбро сражается с большой Россией. Америка вводит всякие санкции, посылает Украине оружие. Что думаете о том, как Америка участвует, так сказать? Если бы Америка или Германия не присылали определенное оружие народу Украины, у Украины не было бы ни малейшего шанса быть свободной и независимой. Украинцы просто пытаются бороться за свою независимость, за то, чтобы жить в свободной стране, а не под гнетом России. Они просто не хотят, чтобы ими управляли Россией. И в этом нет ничего плохого. Да нет, в этом нет ничего плохого, и у них есть на это свое право. Но я спрашиваю о том, что с этим собирается делать именно Америка. По-моему, ни черта Америке с этим делать не надо. Может только посылать какое-то оружие. Но проблема в том, что она делает это слишком медленно. Что, по-вашему, должен был бы сделать Байден? Я ничего об американской политике не знаю, потому что не доверяю никому. Последний президент, которому я доверял, Джон Кеннеди. Давайте поговорим об Америке 70-х и 80-х. По-моему, это классная эпоха. Ее очень хорошо описывал Буковский. Но вы одна из легендарных личностей, которые это время застали. Каким оно было? В то время я много занимался разного рода дерьмовой работой, и больше меня ничего не беспокоило.
Некоторые отрывки из книги меня поразили. Вы же читали эту книгу Буковски? Я не самый большой его поклонник. А я очень люблю эту книгу. Она для меня открыла целый мир. Коппола действительно был в состоянии оплатить жилье и расходы на проживание этих молодых самородков. По книге он так и делал. Коппола вообще одна из самых интересных личностей, что я встречал. Я его очень ценю и уважаю. Мне дважды доводилось с ним работать, и если бы остаток своей карьеры работал только с ним, то был бы счастлив. Расскажите об этом. В его фильме вы играли мотоциклиста. Что с тобой? Ты как себя чувствуешь? А зачем перегородки? Это бойцовые рыбки. Расскажите об этом немного, это же история. У нас не было сценария, вот что интересно. У Фрэнсиса были актеры, включая меня. А еще он нанял барабанщика, Стюарта Коупленда из группы Police. Он ему говорит: «Стюарт, задай какой-нибудь бит». Стюарт начинает барабанить. Фрэнсис сам когда-то занимался музыкой, он ему говорит: «Добавь немного этого, сделай вот так». И пока Стюарт играл на барабанах, Фрэнсис принимается печатать диалоги. Вот так, на ходу? Под звуки музыки. Была книга, но сценария не было. И так было каждый день. Мэтт Дилан мне как-то сказал: «Микки, у нас же, ни одной реплики нет». Вот один из самых забавных моментов. Мы работали на площадке, было уже поздно. Самого Фрэнсиса рядом не было. Он весь фильм сидел у себя в трейлере и общался с нами через микрофон. То есть вы его не видели? Нет. Мы снимали сцену со мной, Мэттом Диланом и Деннисом Хоппером. Перед этим я говорил с Деннисом, он тогда не пил уже 12 недель. Я ему говорю: «Деннис, это здорово». А он мне: «Но я под кислотой, у меня отец умер». Я говорю: «Соболезную тебе». В общем, он съел кислоты, и вот мы сидим в комнате за кофейным столиком. Деннис Хоппер, я и Мэтт Дилан. Деннис курит сигару, пьет кофе, а Фрэнсис ждет от нас импровизированной беседы. И Деннис начинает говорить про Мэтта Дилана. «Ты вообще кто такой?» «Я работал с Брандо, с Джеймсом Дином, я работаю с Микки Рурком, а ты кто?» Тут мы слышим смех Фрэнсиса. Он говорит: «Деннис, ближе к тексту». А Деннис ему: «Фрэнсис, нет никакого текста». Можете вспомнить какой-то момент из той эпохи, из 80-х, когда вы чувствовали, что жизнь хороша? Жизнь хороша? Да, какой-то момент, когда все отлично. Мы снимали 9,5 недель. Я не знаю тебя. Ты почти ничего не знаешь обо мне. Не могу его понять. А также фильм «Буковски». В США он с треском провалился. Генри, Ванда ушла с Эдди. Помню, как летал в Париж, чтобы представить там фильм. Там он стал настоящим хитом. Перед отелем собралось 400 человек, которые кричали: «Микки, Микки!» Я тогда охренел от этого. Для меня это было чем-то новым. Я в первый раз почувствовал, что, проделав какую-то работу, получил правильный результат, который оценивали еще где-то в мире. Это было мое свидание с французским народом. Еще мы снимали фильм о Франциске Азизском. Я не судья тем, кто находится наверху. Я говорю только, что мы нашим свободным волеизъявлением
решили находиться внизу. Кроме Италии он нигде не выходил. Мои фильмы обычно в Европе лучше воспринимают. И работаю, я больше получаю в Европе. И это лучше, чем искать еще какую-то реальную работу. Когда мне было 8 лет, я продавал на улице конфеты. В 10-11 чистил обувь, так что теперь жаловаться не приходилось. Конечно, мне не хватало навыков дипломатии, расчетливости. Я не заводил полезные знакомства, не пытался подружиться с влиятельными людьми, когда, наверное, стоило бы попробовать. Вы жалеете об этом? Я сожалею, что не приложил больше усилий, потому что тогда все было бы намного проще. Может быть, вы жалеете о каких-то ситуациях, в которых могли бы поступить иначе? Приведу пример. Мы как-то проводили пробы актеров с Уолтером Хиллом. Он хороший режиссер. Шел первый день. Мы все сидим рядом, занимаемся своими делами, а в стороне стоит какой-то парень. На нем рубашка с аллигатором, воротник поднят, темные очки, и он стоит с видом, как будто мы ему все тут обязаны по гроб жизни. Я спросил у Уолтера: «Это что еще за хер?» Он говорит: это продюсер». Я спрашиваю: «Как его зовут?» «Чак Гроувен». Я спрашиваю: «А он тут тебе нужен?» Уолтер говорит: «Да нет». Тогда я встаю и говорю ему: «Послушайте, у нас сейчас день первых прослушиваний, и мы хотели бы тут побыть без посторонних». Я слышал, что он до сих пор мне не может простить это оскорбление. Но вы же и хотели его задеть. Нет, я просто не хотел, чтобы он стоял там с таким видом, будто мы все ему должны. А почему вас это так волновало? От этого пафоса деваться было некуда. Ну, хочется ему стоять с таким видом, подумаешь. Он мне на нервы действовал. Почему? Стоит и корчит из себя Господа Бога. Но почему это вас так сильно беспокоит? Мы пытались ознакомиться с материалом. А он даже не представился, просто стоял, как полицейский на посту. Это я понимаю, но мне кажется, тут дело в вашем характере. Знаете, сейчас бы я его просто послал. Я думаю, все-таки это черта вашего характера. Вы ненавидите, когда люди ведут себя высокомерно. Да, будто им все должны. Знаешь что, Чак Гроувен, пошел нахер. Ты это хотел услышать, долб? Тебе никто не должен, говноед. Иди на, понял? Сученыш. Вы так много времени тратите на то, чтобы... Кто сраный? На общение с психиатром. Он, наверное, устал вам повторять: не обращайте внимания на других, обращайте внимание на себя. Погоди минутку. Вот, скажем, твой друг Владимир, да? Не думаю, что могу назвать его своим другом, конечно. Как его называть? Он работал с моим отцом. Он с твоим папой работал? Да, но чтобы называть его своим другом, должны быть другие отношения. Ладно. Вот если бы он сидел и работал над чем-то, и тут заходит какой-то чувак и стоит вот так. Что бы он ему сказал? Вот что бы он сказал этому парню, которого он до того ни разу не видел? Хороший вопрос. Так что бы он сказал? Вот такой чувак стоит. Ну, Байден так и вел себя практически. Да я понятия не имею, что там творится, я это не смотрю. Ну, так он же просто пошутил в ответ, понимаете? Так недалеко до ядерной войны, когда Байден заявляет: «Ты убийца». Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. Что сделал Владимир Владимирович? Он не стал в ответ кричать: «Нет, это ты убийца», а просто сказал, что у Байдена, похоже, пара проблем. Может быть, это для вас хороший пример. Если кто-то проявляет агрессию тем или иным образом, можно просто отшутиться, высмеять чью-то неадекватность. Как вам такой вариант? Ну ладно. Что вы думаете о культуре отмены? О чем? О культуре отмены в Америке. Это что?
Вы не знаете, что такое культура отмены? Слушайте, вы счастливый человек. Культура отмены – это явление, когда какой-то человек подвергается отмене, осуждению за какие-то слова или действия. Ну, например, Кевин Спейси. Кто-то обвинил его в причастности к сексуальному скандалу, и хотя в суде было доказано, что это ложь, он лишился всех ролей. Я с ним только раз пересекался. Не знаю, какой у него образ жизни, кто тут прав, а кто нет, не могу об этом судить. Ну а что скажете о Вайнштейне? Столько женщин его в чем-либо обвиняют, но я знаю случай, когда одна девушка хотела сделать карьеру, но справлялась отвратительно. И сама решила с ним переспать. Понимаешь? А потом ее адвокат позвонил мне и спросил, не поддержу ли я ее. А я говорю, во-первых, меня там не было в тот день, хотя я слышал об этом. Но еще я знаю, и не стану исключать, что она готова на все, чтобы получить работу. Харви, вероятно, тоже что-то сделал не так. Это только жертва может сказать. Я его знаю не так хорошо, как Диму. Не могу сказать, виновен он или нет. Большинство считает его виновным. Микки, я вам задала этот вопрос потому, что вы, по-моему, как динозавр в нынешнем мире. Но вы же понимаете, что если бы эта культура и нынешняя новая этика существовали тогда, 30 лет назад, вас бы из-за таких историй просто уничтожили бы, и мокрого места не осталось бы от вас. Да, но 30 лет назад Элиа Казан оказался в таком черном списке, потому что он выдал людей. Его больше не считали величайшим режиссером после того, как он выдал имена коммунистов. Он больше не мог работать в Голливуде. Мир так сильно изменился, что если бы то, о чем вы рассказывали, происходило сейчас, а не 30 лет назад, мир стал другим, он бы этого не потерпел. Еще одна серьезная проблема в наши дни – культура отмены. И сейчас она коснулась русских людей по всему миру, русской музыки. Отменили концерты музыки Чайковского, отменяют Достоевского. Слушай, у меня просто волшебная гримерша. Она мне делает грим на всех фильмах. И она русская. И теперь она не может прилететь ко мне в Швейцарию на съемки фильма «Полански». Почему? От нее отказались, потому что она из России? Да, просто потому что она русская. Что, правда? Правда. По-вашему, это справедливо? Нет, не знаю. Я в политике не разбираюсь. Но я знаю, что Владимиру и Виталию Кличко и Усику очень не понравилось, что я носил ту футболку. Но это было несколько лет назад, после одного боя, понимаешь? И я эту футболку надел потому, что мне русские говорят: «Микки, мы тебя так любим, пожалуйста, надень эту футболку, у нас сегодня праздник». Я говорю: говно вопрос. Надел ее, прошел пару кварталов, собрался снять. Но мне говорят: «Микки, мы так тебя любим». В общем, я ее надел, потому что знаю, что русские меня любят. Я их тоже люблю. Мне ни в одной другой стране так классно не было. Если я иду по улице, и ко мне кто-то подходит, просит автограф для сына, я дам. Или если какая-то компания просит сфотографироваться со мной, я всегда соглашаюсь. Но среди кинозвезд столько, которые пройдут мимо, понимаешь? Знаешь, как бесит? Так бы и врезал. Потому что если бы эти люди не просили их об этом, они бы покончили с собой, потому что их не узнали, понимаешь? Да. Давайте вернемся к отмене русской культуры по всему миру из-за этой... Вы уже говорили, что, по-вашему, несправедливо увольнять кого-то по национальному признаку. То есть вы не одобряете это. Моя русская гримерша не солдат. Она в Украине не воюет. Она тут работает.
Пашет как проклятая, чтобы послать денег в Россию своей бедной семье. И я ее за это уважаю. Я ей даже сверху приплачиваю, потому что знаю, что она каждую копейку в дом несет. Или вот мой лучший друг Дима. Если с Димой что-то случится, я вообще не знаю, как жить дальше буду. Я тогда просто возьму этот пистолет и засуну дуло к себе в рот. И застрелюсь ко всем. Да ты не врубаешься, он с Украины. Для меня это самый важный человек в мире. Я даже собственный адрес запомнить не могу. Без Димы я вообще пропаду. Ну что, вот тот самый человек, которого Микки Рурк назвал своим самым близким другом. Дим, как ты дослужился до такого? Расскажи. До звания самого близкого друга? Ну, наверное, потому что я, работая много лет с людьми, я никогда не относился к людям как к работе. Вот для меня это главный принцип моей жизни, и я имею в виду в плане работы, потому что, да, человек, с которым ты работаешь, я не могу сказать ему, вот у меня время затикало, все, пока. Нет. Как ты познакомился с Микки Рурком? Познакомился, я прилетел в Америку, находился здесь пару месяцев. Как бы работы, естественно, не особо получалось найти, потому что... ты просто решил переехать из Украины, да? Да, я в Америке был много раз и просто решил, что вот когда начался конфликт между странами, я решил сюда приехать. Собственно, я здесь и остался. И познакомился с Микки совершенно случайно, был общий знакомый у нас, который преподавал, кстати, русский язык. У него был учителем, потому что на то время Микки был в отношениях с девочкой из Украины. И он мне просто позвонил, предложил работу ассистентом, и я согласился, я не задавал никаких вопросов. Он мне задавал, умели там, водить машину. Ну а расскажи мне, какой он человек вот, в жизни, в бытовой, то есть вот как он живет, что ты конкретно для него делаешь, как ты помогаешь, то есть насколько он самостоятельный? Но... Микки не самостоятельный. Наверное, поэтому я у него и работаю. Он очень творческий, и поэтому он всегда в процессе, в каких-то мыслях, сценарий, он пишет сам сценарий. Ну, ты говоришь, не самостоятельно, он вообще нуждается постоянно в том, чтобы вот его опекали? Или вот как это происходит? Как это происходит? Вот он сам едет за рулем, Нет, он ужасный водитель. Никогда в жизни я не хочу быть на водительском, честно, пассажирском сиденье рядом с ним, потому что он не знает даже своего адреса. Он всегда мне, если... Ну вот в прямом. Ты можешь его спросить, он об этом же и скажет. Вы знаете свой домашний адрес? Дом 6528? Нет, ну близко. Не знаю, мне как-то насрать. Вы знаете свой Apple ID? Что? Apple ID. Я даже не знаю, что это такое. Вот, поэтому... Как вы Инстаграмом пользуетесь? Это он все за вас делает? Я же динозавр, ты сама говорила. Не хочу в этом дерьме разбираться. Мне это не интересно. Но если с ним что-то случится, не дай бог. Можно я тут возьму выпить немного? Но я не веду соцсети прям как... в таком понимании. То есть он мне присылает, там, к примеру, фотографию, присылает мне текст, и я просто делаю пост. Я не лайкаю его, там, вот эти вот все эти дела, я не отвечаю на комментарии. Слушай, это правда, что он на тебя записал свое сообщение? Да. Правда, что вы на Диму составили завещание? Все ему оставил. Что, правда? Вообще все. Ну хорошо, а если он вас возьмет и убьет? И пусть. Если он в вашем завещании, ему выгодно подкрасться к вам ночью и чик. Я терпеть не могу об этом говорить, он знает. Мы об этом говорили. Меня положат с песиками. А когда умрет он будет рядом, держать меня и песиков. А почему песики должны умереть вместе с вами? 12 уже умерли. Они все в склепе, где мы все будем. То есть ему не придется убивать собачек? Ну, как у фараонов. Те умирают, и собак сразу убивают, и в пирамиду кладут. Нет, я с собаками буду тут. А когда Дима умрет, он будет держать вот как того пса рядом с его дедом. Он знает все. Видишь, он даже знает, где.
Я не боюсь смерти. Вообще. Я боюсь процесса, но я не боюсь самой смерти. Знаешь почему? Потому что я верю, и согласно моей религии, я еще увижу своего брата. Я тогда смогу обнять его, поцеловать, любить. Я скажу ему, как он много для меня значит, понимаешь? А сейчас тысячи, миллионы украинцев теряют людей, которым чувствуют то же, что я чувствую по отношению к своему брату. Погоди, я скажу тебе кое-что. Накануне вечером, до поединка в России, мне позвонили и сказали, что моя собака сильно заболела. Его зовут Вафли. Я сказал по телефону какому-то незнакомцу из больницы: не хочу, чтобы он умер. Посадите его в самолет, отправьте ко мне, позвольте ему умереть у меня на руках. Я просил привезти его, потому что на следующий день был бой. Доктор ответил: Микки, он не переживет перелет. После боя мне позвонили. Микки, молодой русский студент художественного института, узнал о смерти твоей собаки. В тот вечер, когда у меня умерла моя собака, студент художественного института нарисовал большую картину на стене с изображением моей собаки, и ребята, Егор Михонцев и Руслан Проводников, они сходили со мной посмотреть на картину моей собаки, нарисованную русским студентом на стене. И это так много для меня значило, понимаешь? Я никогда не перестану любить их, только потому что они русские. Можешь представить в моей голове пистолет и сказать: перестань любить их. А я скажу: иди к черту, жми на курок, говнюк. Какая ситуация сейчас в Америке? Не так много таких людей, как вы, кто не перестает любить русских. Дело не в русских. Дело в том, кто отдает приказы идти туда и убивать. И молодые ребята, которым 17, 18, 19 лет, у них нет другого выбора. Самое ужасное во всем этом – это убийство мирных граждан, убийство стариков, детей. Справедливости ради, хочу сказать, что есть много русских, кто поддерживает это. У нас здесь большой процент таких людей, и они скажут тебе на это: Микки, на протяжении многих лет в Донбассе украинские солдаты также убивали русских мирных жителей. Я просто хочу сказать, чтобы вы знали, что у них тоже есть свои причины. Я говорил раньше, я простой парень, я ничего не знаю о политике. Я не очень верю в людей, я верю в Бога. Я верю, что именно Бог будет тем, кто положит всему этому конец и скажет: хватит. Извините, ради Бога, мне надо сюда как-то заползти, у меня вообще все болит, каждая мышца. Хочу поставить музыку, которую слушаю во время тренировки. Какой у вас любимый исполнитель? Вот. Ох, я знала, что у вас романтическая натура. Джеб, удар справа, левый хук, джеб, вот так. Вот мы в боксерской студии. Вы тут каждый день тренируетесь, верно? Как вы это назвали? Боксерская студия. Студия, ну ладно, это что-то новое. А как правильно? Боксерский зал. Зал, ясно. А почему вы выбрали именно этот зал? Тут я знаю владельца. А зал, где я до этого тренировался, я в него больше не могу ходить. Почему? Это все политика, говоря вежливо. Было непросто покидать тренера, с которым у меня были очень хорошие отношения. Но в тот зал я больше не вернусь. Там ко мне отнеслись очень неуважительно.
Как-то вели себя не так? Там кое-кто не сделал то, что нужно. Если вы со мной так собираетесь обращаться, идите в жопу. Пойду в другой зал заниматься. Так что же там случилось? Какие-то люди из России хотели снять 20-минутное интервью после закрытия тренажерного зала. Управляющая сказала, наш юрист не дает ничего делать после закрытия. Просто перья распушила. Но после 20 с лишним лет я это воспринял как личное. Ей я ничего не сказал. Просто ушел в другой зал. Теперь я поняла, почему нас тут с распростертыми объятиями приняли. Сказали, пожалуйста, приезжайте в любое время и снимайте интервью. Они очень не хотят вас потерять. Расскажите о том, как вы занимаетесь боксом. Насколько я знаю, вы занимаетесь разными видами спортивной подготовки. Как вы тренируетесь? У меня в разное время разные программы тренировок. Я прихожу сюда каждое утро, довольно рано. Как солнце встанет, я здесь. Часам к 8, к половине 9. Я тренируюсь на свежем воздухе, потому что в зале полно народу. Никто не носит маску, так что я со своим тренером иду наружу, где кроме нас никого. Каждый день так? 5 дней в неделю. Боксеру не нужна шикарная мускулатура по всему телу. В боксе главное ноги. Да, ножища нужны такие. А также поясница и плечи. Приведу пример. Повернись ко мне. Вот так. А теперь ударь меня по руке изо всей силы. Давай, бей. А вдруг будет слишком сильно? Да не будет, не ссы, молчи. Ну ладно. Со всей силы. Ну вот, так ничего особо не сделаешь. Теперь давай встанем. Бей. Чувствуешь разницу? Да. Сидя, я могу тебя только толкнуть вот так, а стоя на ногах, могу выкинуть тебя за окно, понимаешь? Ага. Ноги, колени, задница задают удару импульс, поэтому важно укреплять эту область. Отсюда до сюда. Почему вас так увлекает бокс? Вот у меня, к примеру, есть сын, ему 4 года, и я думаю, каким спортом заняться парню, но я выбираю для него что-то между дзюдо и карате. В боксе постоянно получаешь по голове, падаешь, это слишком рискованно. Я жил в бедном районе, нравы там были жестокие, и надо было уметь за себя постоять. Если у тебя велосипед, и ты идешь в школу один, без друга или брата, велосипед могли отобрать. По дороге в школу я проходил мост. Утром мне давали 25 центов на обед. А ребята постарше подходили к вам? Они сидели там на мосту, а когда я проходил мимо, говорили: гони четвертак, или я тебя двину в плечо. А я был скромным и тихим мальчиком и не хотел, чтобы меня били. Поэтому обычно отдавал деньги, тогда меня не трогали. Потом однажды я там шел с парнем постарше. Его звали Джимми Уистл. Никогда не забуду его имени. И когда мы с Джимми шли мимо тех парней на мосту, они на него даже глаза не подняли и не стали требовать у меня четвертак. Через несколько дней Джимми у меня спросил: ты что, отдаешь тем пацанам свой четвертак? Я говорю: да. Он сказал: приходи завтра ко мне домой. Он мне показал, как надо стоять на ногах, как бить. Раз, два, три, удар. Я присоединился к их клубу и понемногу учился. Прошло полгода. Я как-то шел один и увидел этих троих. У меня с собой четвертак. Я к ним подошел. Мне говорят: гони четвертак или получишь в плечо. И тут я как дам ему, бум, и он падает. С тех пор я больше не отдавал им деньги. И мне понравилось не чувствовать себя слабым.
А когда живешь в бедном районе, выбора нет. Там ты либо жертва, либо ты становишься сильнее. Но мне очень повезло. Инструктором в том юношеском клубе, куда я ходил, был чемпион мира. Я рос практически без отца, и он стал выполнять его роль. Я в нем души не чаял, и он многому меня научил. Его звали Уилли Пастрано. Вы гордо хвастаетесь своими разнообразными татуировками. Неправда, я вовсе не хвастаюсь. Ну да, вы любили их показывать. Неправда, вовсе я не хвастаюсь. На одной из них, например, Азия Рамазан Антар. Вы говорили, что она великий воин, боец курдских женских отрядов защиты, выдающаяся личность. Она 3 раза останавливала террористов-смертников ИГИЛ. Я прочитал о курдской девушке, которую в 16 лет отец продал 70-летнему мужчину. Она жила с ним 3 месяца, а потом сбежала. Домой она вернуться не могла, потому что за нее уже заплатили $1000. Если сделка не состоится, отец должен заплатить в 3 раза больше той суммы. Она не могла вернуться домой, потому что ее могли убить. В лагерь беженцев она не хотела. В 16 лет она присоединилась к боевому отряду, ей дали автомат. Она там сражалась до 19 лет, когда попала в окружение боевиков ИГИЛ и подорвала себя, убив их всех. Я сидел и думал об этой девушке. У нее никогда не было вечеринок, не было праздничного торта. Ей никогда не покупали новое платье. Она не спала под нормальной крышей. У нее ни хрена не было, даже подушки. У нее был только автомат. Так вот, когда я начинаю думать что-то вроде «Ой, это не для меня, и это тоже», я смотрю на ее изображение. У нее никогда ничего не было. Даже простейших мелочей, кроме этого злого автомата. У 16-летней девочки. Меня очень печалит ее судьба. Для чего она жила? Я знаю, что вы сейчас готовитесь к съемкам документального фильма, приходите в форму. Что вас вдохновило принять участие в таком крупном документальном проекте о вашей жизни? Наверное, как раз то, что это не про мою жизнь скорее, а про бокс, про подготовку. Несколько месяцев назад 2 разные компании предлагали мне огромные деньги, чтобы написать историю моей жизни. Они назвали цифру, сумму впечатляющую. И что вы? А я не хочу говорить о моей жизни. Я им назвал совершенно сумасшедшую сумму. Они мне таких денег никогда не заплатят. И они сказали, ладно. Больше 10 миллионов? 20 миллионов? Нет, 10. 10 миллионов долларов, надо же. Но потом... Две недели меня мучили кошмары о моем детстве. В нем слишком много стыда. А когда почти 10 лет живешь в стыде из-за того, что тебя бьет отчим, это тебя ломает. Потом, примерно через 10 лет, когда мне было 14, я решил, что он меня больше не тронет. Я поговорил с младшим братом. У меня был сводный брат. И когда он пришел бить моего младшего брата, мы уже стояли у его двери. Мы ему сказали: нет, ты никого из нас больше не тронешь. Я тогда чувствовал, что той ночью мы его убить можем. Он был полицейский. Много раз я думал о том, чтобы ночью подняться в его комнату, достать пистолет у него
Но у меня для такого кишка была тонка. Я жалею, что не прикончил его. Я должен был его убить за то, как он с нами поступал. Потому что он нам не просто выдавал за трещины, а жестоко избивал. Я не могу описать эту дикость. Он использовал все, что под руку попадет. Это заставляет жить во стыде. И тут дело не только в самих избиениях. Становишься не способен нормально общаться с людьми. Чувствуешь, будто ты недостаточно хорош, чтобы поговорить с кем-то. Будто ты какой-то грязный. Это как если постоянно пинать собаку, и она будет постоянно прятаться по столам. Если к ней подойти, она испугается и убежит. И однажды я должен был решить, хочу ли я прожить жизнь, прячась под столом. Ваша мать ничего не сделала? Она просто принимала свои таблетки для похудения, запивала и уходила в другую комнату. Ни хрена она не делала. Но она все видела. Нет, она уходила в другую комнату. Но дело в том, что когда через 10 лет избиения прекратились, я еще не понимал, как это на меня повлияло. Какой след остался здесь и здесь. Только потом я говорил об этом с психотерапевтом. И он сказал, что я сделал выбор. У меня не было девушки, я не мог поговорить с девушкой и чувствовал себя слишком незначительным, не того сорта. Я не мог общаться с людьми. А мой младший брат был тише воды, он даже не разговаривал. Но я также обещал своему настоящему отцу, когда мне было 6 лет. Я дал обещание. Что всегда буду защищать своего младшего брата. И 10 лет я не мог его защитить. Зато смог потом. Но в итоге я очерствел, а Джоуи стал тихим. И позже, повзрослев, Джо смог связаться лишь с плохими людьми, преступниками. И это меня устраивало, пока они не познакомили его с наркотиками. Я ему тогда сказал, можешь тусоваться с ними, ездить на мотоцикле, любой ерундой страдать, но я не хочу, чтобы ты торчал. Я мог взять кого-то из них вот так и сказать, дашь ему наркотики, я тебе все переломаю. Мой брат разозлился и сказал, Микки, к нам никто домой не придет, потому что ты всех убьешь. А я говорю, Джоуи, я просто не хочу, чтобы они тебя сторчали нахрен. Вы рассказываете о весьма болезненном опыте. Да, но я вообще не хочу об этом писать. Да, но вы не думаете, что это может вдохновить многих молодых людей, которые живут в очень плохих условиях, переживают побои, у кого-то такие же отчимы? Да, поэтому у нас тюрьмы полны. Мне повезло, что я не сидел. Расскажу один пример. Когда я приехал в Нью-Йорк, чтобы стать актером, я продолжал заниматься разной дерьмовой работой. Был вышибалой в публичном доме. Собирал деньги с игроков. Одной ногой я был на улице, а другой слегка касался актерского мира. Честно говоря, я вас читала. Вы с первого раза попали в самую престижную школу актерского мастерства, куда Аль Пачино поступил только с 3-го раза. Многие талантливые голливудские актеры не могли туда попасть. Да, актерская студия. Там преподают по методу Станиславского. Да, это значит, что вы очень талантливы. Но когда я оказался в Нью-Йорке, у меня 3 года ушло на то, чтобы, наконец, решить отдавать школе 100% своих сил, как было с боксом.
Так будет ли документальный фильм о вашей жизни? Я думаю, это очень хорошая идея. Он не совсем о моей жизни. Он больше основан на последних боях. Я бы скорее узнала какую-нибудь вдохновляющую историю о том, как можно выбраться из очень плохой, трагической ситуации на самый верх, а потом опять вниз и потом опять вверх. У вас ведь было очень много взлетов и падений. Мы не сходимся во взглядах с Голливудом. Те, у кого есть деньги, все контролируют. Но я очень давно принял самые важные в жизни решения. Когда мне было 14. Самое главное – это быть мужчиной. Почему вы не пришли на похороны своей матери? Потому что моя мать позволяла тому полицейскому убить меня и моего брата. Когда она умерла 5 месяцев назад или около того, я ничего не почувствовал. Сила прощения в том, что вы отпускаете человека. Вы могли прийти на похороны и сказать: «Я тебя прощаю». Вы не думаете, что это могло бы вас как-то освободить? Страх перед тем полицейским, который я испытывал в течение 10 лет, вся боль, все это никуда не денется. Может быть, я могу произнести эти слова: «Я тебя прощаю, мама». Но это просто слова. Они ничего не меняют. Но мне сложно их произнести, потому что одна из причин, по которой у меня никогда не было детей, в том, что я решил, если у меня когда-нибудь будет сын, из-за всех тех сучек, которых я встретил в жизни, я знал, что не буду с ним всегда. Из-за всего, что случилось со мной, я не позволю, чтобы мой сын жил с другим мужчиной. Никогда. Если бы у меня был сын, который живет с той женщиной, от которой у меня этот ребенок, и кем-то еще, кто позволит себе просто повысить на него голос, я его отберу. Где бы он ни был, я прилечу туда и заберу его. Но, честно говоря, я никогда не хотел детей. Вы боялись? Да, и у меня ушло много лет на то, чтобы решить собственные многочисленные проблемы. Может быть, вы сами все еще ребенок? Может, в этом одна из причин? Может и так. Расскажите немного о жизни в Лос-Анджелесе. Вам тут нравится? Вы много раз говорили, что это большая деревня. Мне тут совсем не нравится. Почему не уедете? Я тут живу, потому что это место меня дисциплинирует. Мне тут не к кому пойти. У меня здесь нет друзей. Никого, кого я хочу видеть. Нет ночного клуба, в который я хочу пойти. Нет женщин, с которыми я хотел бы познакомиться. Здесь для вас нет соблазнов? Никаких соблазнов. А если я поеду в Нью-Йорк или в Москву, я превращусь в чудовище Франкенштейна. В этом плане для вас хуже Москва или Нью-Йорк? Москва. Почему? Я думала, Нью-Йорк куда больше город грехов. Я люблю русских женщин. Почему? Они же помешаны на деньгах. Да, но я знаю тех, кого деньги не интересуют, понимаешь? Значит, их интересуют большие деньги. Тем сучкам, которые говорят, что им не нужны деньги, просто нужны большие деньги. Знаешь, я встречал очень красивых русских женщин, с которыми я провел одну ночь и хотел бы встретиться с ними снова. Но мне не нравятся их друзья или то, чем они занимаются, понимаешь? Поэтому, если я не уважаю людей, с которыми они общаются без меня, я их не хочу знать. Сколько раз вы были в России? 4 раза. И каждый раз заводили интрижки? Меня каждый раз надо было силой тащить из России. Я знаю, что у вас было много русских девушек, не только тех, с кем вы провели ночь, но и встречались. У вас была большая любовь по имени Настя. Нет, Настя, та еще дрянь. Но вы же много лет с ней встречались. Я много лет встречался с девушкой, на которой был женат. 4 или 5 лет.
Потом она ушла, я тогда с ума сходил. Но у нее были проблемы с наркотиками. А еще ей нравились женщины, что у меня уже в голове не укладывалось. А потом у меня в Голливуде из-за нее было столько проблем, потому что если кто-то давал ей наркотики, я об этом узнавал и шел разбираться. Одному парню я надрал задницу за то, что он дал ей очень нехорошее вещество. Мой психотерапевт мне говорил, что я влюблен в то, каким я хочу ее видеть, а не в ту, кем она на самом деле была. Ну, это проблема любой любви. Мы любим свои иллюзии. Моя проблема была в том, что я ее прощал и пытался изменить того, кто не хочет меняться. У нее тоже было ужасное детство из-за отца, понимаешь? Это худшее, что можно представить. И это продолжалось много лет. И это не проходит бесследно. Это остается с тобой, когда ты взрослеешь. Из-за этого такие женщины не могут доверяться мужчинам и ненавидят их. А вы не думаете, что это не совпадение, что вы, пережив проблемы с отчимом, насилие, встретили девушку с похожими проблемами, влюбились в нее? Это же не совпадение, что вы двое встретились. Да, в то время я мало понимал, что происходит с кем-то, если это не физическая боль. Я понимал, что происходит со мной из-за той жестокости. Я много лет жил, стыдясь себя, а потом стал жестче. Мой доктор сказал, что с годами я все жестче, и в Голливуде меня боятся. В Голливуде меня не очень любят. Но я как-то говорил, что для меня важнее в жизни быть мужчиной, и уже потом актером. Наверное, это стоило мне миллионы долларов. Я с этим не могу справиться. Продюсеры, люди, обладающие властью и деньгами, считают, что могут тебя контролировать. Но в моем случае это зависит от того, как со мной разговаривают. Мне нельзя просто сказать: иди и делай вот это. Надо хотя бы сказать «пожалуйста». Но нельзя подойти и сказать мне: делай, как я сказал. Вы понимаете, почему многие люди в Голливуде, в этих продюсерских кругах называют вас проблемным гением? Да. Почему? Много лет назад мой психиатр сказал мне, что я сам этого не понимаю. Но я не забочусь о последствиях. Если что-то происходит, бум, я моментально реагирую, о последствиях не думаю. Однажды я собирался сниматься в одном очень большом фильме, впервые за многие годы. И тут я узнаю, что кто-то дал Кэрри очень тяжелый наркотик. Я узнал, что тот парень ходит в один тренажерный зал. Я пошел прямо туда, зашел и сказал ему: «Ты моей жене наркоту дал?» Он начал как-то оправдываться, и как только он поднял руки, вот так, я ему врезал. Но я врезал ему слишком сильно. У него было сотрясение мозга или что-то в этом роде. На следующий день это было во всех газетах. Денег у меня не было. Тогда я узнал, что меня уволили из фильма. Я написал продюсеру такое письмо. Этот парень давал моей жене очень серьезные наркотики. Если бы это был мой брат, случилось бы то же самое. Что бы вы сделали, если бы кто-то дал вашей жене или детям такие наркотики? Позвонить в полицию я не мог. Какие у меня доказательства? Психиатр мне сказал: «Микки, ты не мог немного подождать и сделать это как-то так, чтобы никто этого не видел?» Но тогда у меня голова работала иначе. Если я вижу такое, то мне уже плевать, что там вокруг еще 200 человек. Насколько я знаю, вы били Кэрри Отис. Физическое рукоприкладство? Нет. Вот что происходило. Кэрри сидела на героине и кокаине, которые ей давали в ее агентстве. Вроде как кокаин днем, героин по вечерам.
Очень много наркоты. И я позвонил ее модельеру, очень известной в то время женщине, да и сейчас, и сказал: пожалуйста, не нанимайте ее на показ. Она этим воспользуется ради наркотиков. Она мне пообещала, что не будет ее нанимать. Вскоре я узнал, что она это сделала. Потом мне позвонили из Милана и сказали, что Кэрри Отис выступила на показе в Милане и ушла прямо со сцены. Потом она в нижнем белье и ботинках искала в ковре, в коридоре какие-то крошки порошка. Она думала, что уронила их там. Я ее прощал за все это, потому что очень любил. Доктор мне сказал: Микки, ты любишь какой-то ее образ в своей голове, а не ее саму. Потом она ушла от меня. Я день и ночь плакал. Вскоре умер мой младший брат. И в тот день, когда Джоуи не стало, я перестал плакать о ней. Потому что все дело было в моем брате. Это до сих пор так. Все, что я делаю, с ним связано. Где она сейчас? Я не разговаривал с ней 22 года. Почему она от вас ушла? Она сказала, что больше меня не любит. И я не тот мужчина, с которым она хочет быть. Она хотела быть рядом с кем-то, с кем она могла бы делать что угодно. Идти к своим подружкам или торчать. А я очень старомоден. Я не позволю никакому ублюдку давать моей жене наркоту. Я не могу сказать: ладно, иди спи с женщинами, какими хочешь. Я просто не такой. Вы ревнивый человек? Да, черт возьми. А что мне делать, если она спит с другими женщинами? Что делать, если другие женщины дадут ей наркотики? Если так сделает парень, я могу надрать ему зад, понимаешь? Но героиновый наркоман – это кошмар. Мне как-то, наконец, удалось ее отвезти в клинику, где ее прочистили. Было очень тяжко. 2 месяца она держалась. Но как-то я ушел в тренажерный зал, а придя домой, обнаружил ее в спальне, вот в таком состоянии. Я не знал, что с ней делать. Мне было надо идти на съемки. Потом она начала проходить какую-то программу для наркозависимых. И встретила там другого наркомана, который стал ее любовником. За 2 дня до окончания съемок она позвонила мне и сказала, что съехала из дома и больше не хочет быть со мной. Домой я возвращаться не хотел. Поэтому я попросил доктора приехать ко мне в отель. Я был совершенно разбит. Я хотел узнать, кто этот человек, к которому она от меня ушла. Он же трахал мою жену, пока я был на съемках, понимаешь? Это моя жена. Я выяснил, где он работает. Хотел пойти туда и встретиться с ним. Целый день и всю ночь про это думал. И решил, что поскольку они употребляли один и тот же наркотик вместе, они были связаны. И даже если я пойду и раскрошу его, она все равно уйдет с ним. К тому же я себя знаю. Я понял, что как только его увижу, меня будет не остановить. Вы опасный человек. А вместо этого, вот, посмотри, видишь? Вот тут. Я приставил сюда нож. Взял гантели килограммов на 15 и рубанул 5 раз. Мизинец остался висеть на небольшом сухожилии. Всюду была кровь, на собаках, на куче наличных, которые там лежали. Я позвонил моему другу, бывшему боксеру, потому что мне стало дурно. Он меня отвез в больницу, где мне 8 часов пришивали палец. Видишь, этот палец я могу вот так согнуть.
А этот не получается. Он не двигается. Мне нахрен палец был не нужен. Я его этому ублюдку готов был в задницу засунуть. Они с трудом меня усыпили. Помню, там было 2 врача, и один говорит, этому нужна лошадиная доза. Бросил шприц, ушел куда-то. В конце концов, я вырубился. Никогда не забуду, как я звонил бабушке, пока был там. Ей было уже лет 80. Я говорю, бабуля, пожалуйста, поговори с ней. Попроси ее дать мне еще один шанс. Теперь я поняла, почему в сценарии «Рестлера» вы написали сцену, где он сам себя режет. Помните это? Не припоминаю. Я видел только часть фильма. Наверное, это связано с этой историей про палец. Ну ладно, пошли. Никому не советую так делать. Вот что скажу. Ни хрена у меня не было никогда никаких проблем с алкоголем или пьянством. У меня проблема другая. Если тебе что-то от меня нужно, попроси меня об этом как джентльмен, лицом к лицу, а не отдавай мне приказы. Не надо от меня требовать. Делай то, делай это. Я уже давно решил для себя, что в первую очередь я мужчина. И только потом актер. Будь я умнее, то в первую очередь был бы бизнесменом, более дипломатичным человеком. И сейчас был бы очень богат. Но это был бы уже кто-то другой, не я. Давайте поговорим о борьбе с системой. Вы много раз говорили, что хотите ее победить здесь, в Голливуде. Я хочу мира. Я не хочу воевать с этими людьми всю жизнь. Но вы хотели сломать голливудскую систему с ее продюсерами и прочим. Ломать систему я не хотел. Голливуд — это секта? Секта? Да. Тут кругом политика и бизнес, стремление заработать как можно больше. Я был слишком наивен и не понимал этого. В этом моя вина. Значит, все дело в деньгах, верно? Да, но актерскому мастерству я учился, чтобы проявить весь талант, что у меня есть. Вот что для меня было важно. Я хотел быть как глубоко мною уважаемые актеры, такие как Аль Пачино или Крис Уокен. Я над всем этим работал, над тем, чтобы находить в себе что-то и по Станиславскому проявлять в действительности, реагируя нужным образом на происходящее. Я, не покладая рук, трудился, постигая эту технику. Но у нас не было занятий по тому, как выстраивать рабочие взаимоотношения. Я очень наивно к этому относился. Я думал, что все, что требуется от актера, вкладывать весь свой талант в игру. Мне не хватало ума, опыта и образования, чтобы понять, что есть и другие вещи. Да, реальный мир устроен немного иначе. Не хочу вас сравнивать с вашими ролями, это уже 1000 раз до меня делали все, кому не лень. Зато у меня здесь есть список фильмов, в которых вы не играли, хотя возможность была. Ну, например, «Взвод» Оливера Стоуна, который любит Путина не меньше, чем вы. Почему отказались? Не хотел работать с Чарли Шином. Почему? По-моему, актер из него хреновый. Что, правда? И поэтому вы отказались? Ну да. Подождите, то есть вы так и сказали Оливеру Стоуну? Так и сказал. Он хреновый актер? Жалели об этом? Да. Следующий фильм «Неприкасаемые» Брайана де Пальмы. Что там вам помешало? На этот вопрос я отвечать не буду. Ладно. Я свои ошибки исправил. От репутации так просто не уйти. Роберт Де Ниро в роли Аль Капоне. Он твоего парня в больницу, ты его в морг. Только такой язык понимают в Чикаго. Хорошо. «Человек дождя». Вы забыли прийти на кастинг, это правда? Нет, меня тогда собственное агентство поимело. Дастин Хоффман хотел со мной работать, все мне названивал, но Майкл Овиц, глава актерского агентства CAA, захотел взять того парня, скажем вежливо.
Короче, меня послали. То есть вы хотели роль, но решение принимали не вы. Мы с Дастином об этом говорили, но меня поимело собственное агентство. Я думаю, они захотели взять того паренька, потому что могли его лучше контролировать. Но я бы с удовольствием сыграл. По-моему, у Тома Круза дома должна быть ваша икона, ведь вы дали ему такую классную роль. Вы с ним говорили? Я с ним ни разу не встречался. Он унаследовал $3 миллиона и не знает, что означают деньги. Поедем в Лос-Анджелес? «Молчание ягнят» — еще один фильм, где вы могли бы сняться. Нет. Это неправда? Ладно. Я знаю, от каких я отказался. Я потому и спрашиваю, я же несколько часов кряду собирала все, что могла найти. Криминальное чтиво. Да, я отказал. Правда, что вы решили уделять больше времени своей боксерской карьере? У меня был запланирован поединок в Канзас-Сити. Я уже 9 недель тренировался. Невероятно. Когда я узнал, сколько мне предлагали заплатить, я их отослал нахрен, занялся боксом и принял бой в Канзас-Сити. А они на роль того боксера взяли Брюса Уиллиса. И как вам фильм? Джон Траволта, Сэмюэль Л. Джексон, Ума Турман, Харви Кейтель, Тим Рот, Аманда Пламер, Мария де Медейрос, Вин Греймс, Эрик Штольц, Розан Аркет, Кристофер Уокен и Брюс Уиллис. Криминальное чтиво. Почему Терренс Малик вырезал вашу сцену из фильма «Тонкая красная линия»? Вы об этом знаете? Как же, я все косяки собрала, конечно. По-моему, у вас набирается самый внушительный список фильмов, в которых вы могли бы сняться, но не снялись. Да, я там, между прочим, неплохо постарался. Почему он это вырезал? Студия не хотела, чтобы я появлялся в фильме. Почему? Потому что я тогда не ладил с Шоном Пенном. Что вы с ним не поделили? Поссорились. Между нами встало эго. Он был с Де Ниро, кто-то что-то сказал. Я говорю: слушай, я вас обоих отсюда выволоку и надеру вам задницы. Что за детский сад, Микки? Ну, ей-богу. Это смотря как это сказать. И Шон Пенн вас не простил? Нет, он близко общался с продюсером. И он нарочно стал мешать? Не знаю, что он там делал, но Терренс Малик мне сказал: тебя придется из фильма вырезать. Помню, у меня слезы на глаза навернулись. Я же столько над этой сценой работал. Переписывал ее с Терри. А вы вообще пробовали с ним поговорить? Нет, там уже ничего нельзя было поделать. Если я умру первым, я буду ждать тебя там, на другой стороне темной реки. Я не боюсь смерти, ведь моя жизнь принадлежит тебе. Шон Пенн, Эдриан Броуди, Джейн Кавизел, Бен Чаплин, Джордж Клуни, Джон Кьюсак, Вуди Харрельсон, Элиас Котес, Ник Нолти, Джон Си Райли. Скорсезе из-за этого конфликта с Де Ниро не взял вас сниматься в фильме «Ирландец». Или в этом случае возникли какие-то другие разногласия? Не знаю, но мы с Де Ниро не уживаемся еще со времен «Сердца ангела», где мы вместе снимались. Знаете, как говорят о слизняках? Нет, как говорят о слизняках. Они всегда оставляют слизь на своем пути. Почему? Опять эго? Он пытался контролировать мою игру. Как это можно контролировать? Я не актриса, мне это непонятно. Можете объяснить? Были сцены, где он хотел импровизировать, а когда я отвечал на его импровизацию своей, он обращался к режиссеру. Я не хочу, чтобы Микки это говорил. Я был младше, и режиссер был на его стороне. Но я возражал: минутку, если он хочет так симпровизировать, то я скажу вот это. Так мы обменивались выпадами. Потом в одной сцене мне надо было ему сказать вежливо так: лучше ко мне не лезь.
сцену сняли, но через полчаса мне говорят: Роберт не хочет, чтобы ты его касался. До того момента у меня было к нему какое-то уважение, но тут я подумал: вот сука, кто ж так делает? Я старался на него равняться, а он оказался таким мудаком, понимаете? И тогда я решил: идите в жопу, как захочу, так и буду делать. Теперь всякий раз, когда я на него смотрел, мне было ясно, что он ни черта меня не понимает. Как-то странно, почему режиссер согласился, что вы не должны его касаться? Режиссер весь фильм только бухал. Бухал и целовал Роберту задницу. Но я не прогнулся ни на миллиметр. На его импровизации я отвечал своими. Но почему он лично вам не сказал, чтобы вы его не касались? Зачем это передавать через кого-то? Он старался избегать конфронтаций. Не хотел нарываться? Некоторые не любят соперничество. А я люблю. Если ты дашь мне по носу, я должен дать сдачи еще сильнее, понимаешь? Суровый жизненный устав Микки Рурка. А есть люди, которые хотят дать тебе по носу, но получить сдачи не желают. Вот такая позиция у Де Ниро. Но тут он не на того напал, понимаешь? И, по-моему, это их бесило, ведь все остальные наверняка его взад целовали. Вы хотели бы вернуться назад во времени и сыграть в каком-то из фильмов, где вам не удалось получить роль? Представьте, что можно выбрать какой-то один фильм. Наверное, я бы выбрал фильм Оливера «Взвод». Отличный фильм. Мне очень понравилась игра Уильяма Дефо и актера, которого взяли вместо меня, Том Беренджер. Мне всегда нравилось, как он играл. Я никогда не говорил, что мог бы сыграть в этом фильме, потому что его актеры и без меня проявили превосходное мастерство. Я говорю всем, даже когда речь идет о моей карьере. Я был безработным 20 лет. Из них 6 лет я посвятил боям. А оставшиеся 10 лет мне не давали работать из-за моей репутации. У меня не самый легкий характер, я не целую ничью жопу, понимаешь? Но как актер, черт возьми, нет того, кто может делать то, что могу я. Я знаю, на что способен. Это важно только для меня. Шон Пенн делает документальный фильм о Зеленском, находится в Украине. Не приплетайте его ко мне. Да, я знаю, он любит себя рекламировать. Такой великий гуманист. А как ты скажешь «фэгот» по-русски? Пик? Пик? Но моя жизнь отличается от жизни большинства актеров. У меня много опыта жизни на улице. Я благодарен Господу. Многие, с кем я тогда водился, не дожили до 24. И мне было хорошо вести такую жизнь. Мне было хорошо с теми ребятами. Но теперь их больше нет в живых, понимаешь? У меня нет друзей. Потому что мне было хорошо только с теми ребятами. Но знаешь, у меня нет друзей в киноиндустрии. И у меня нет уважения к людям из киноиндустрии, которые идут туда и туда и туда, чтобы показать, как много они делают для людей. Понимаешь, что я пытаюсь донести? Гармоничное соответствие актера и его роли, которое случается очень редко. И вот Рэнди Таран Робинсон. Это возрождение Микки Рурка. Рад познакомиться. Раз, два, три. Даррен Аронофски позволил вам написать все реплики? Да, все.
То есть правда. Все. Каждое слово. До последней ссаной запятой. И сценариста номинировали. Я даже не мог смотреть на него. Однако вы сказали, что когда вы встретились, он сказал вам, что возродит вашу карьеру, только если вы будете полностью подчиняться. Это правда? Да. А еще что не заплатит вам ни цента. Да. Почему такие условия? Даррен Аронофский, этот еврейчик миниатюрный, как-то мне говорит: я тебе дам работу, но ты должен меня уважать. Я сижу и смотрю, как этот мелкий уебок в меня тычет пальцем. Но я слышал про него много хорошего. Просто обычно я бы сделал вот что. Покажи так на меня. Обычно я бы взял его палец и сломал. Но я просто смотрю на это и думаю: яйца у него стальные, раз он так со мной разговаривает. Я его прям зауважал. И он говорит: заплатить я тебе не могу, но ты получишь номинацию. Не знаю, сможешь ли ты выиграть. Спустя 6 дней я решил, надо получить номинацию за этот фильм. Слушайте, у меня мурашки от этой истории. И я бы с удовольствием поработал с ним еще. Выходит, вы ему правда подчинились. Что? Вы ему и в самом деле подчинились. Как пылесос? Он меня пытал. Мы работали по 14-16 часов в день. Я спал по 5-6 часов. Все тело болело от этой акробатики. Мне приходилось просить ассистента держать меня за руку. В Нью-Йорке я жил на 3-м этаже, и он меня держал, пока я поднимаюсь после работы. А потом с утра мне надо было на него вот так опираться, чтобы спуститься. Наконец, съемки закончились. По этому случаю устроили вечеринку. Мне все звонят, приглашают туда. А я сижу дома вот так. Весь трясусь, у меня слезы льются, истерика. Я уже поговорил с врачом, психотерапевтом, со священником. У меня было что-то вроде нервного срыва, потому что, наконец, все закончилось. И вот мне говорят: приходи тусоваться. А я не знаю, проснусь я вообще завтра или нет. Что вы чувствуете, когда вспоминаете себя молодого? Когда я вспоминаю молодого себя, то мечтаю, чтобы нашелся кто-то, кто бы увез меня далеко оттуда, где я был тогда, чтобы никогда не вернуться туда. Спасибо. Спасибо вам. Вообще-то не все были рады, когда приходилось драться. Большинству ребят было страшно. А слепой ужас в драке легко может сойти за храбрость. Интересно, а почему до сих пор никто не прострелил тебе башку? Потому что даже в первобытном обществе уважали сумасшедших.